На момент, скажем так, аварии я был машинистом турбины ТГ-1. То есть на каждом блоке было, а их было всего 8 в общем турбинном цехе, 8 турбин. Вот я 5 или 6 лет работал на ТГ-1. А в 1976 году уже я в сентябре по вызову приехал, устроился в ЦЦР, работал токарем. Третий блок Виктор Сергеевич перевел меня сюда, на станцию. Ну, здесь предложили мне должность санпропускник. Сейчас величайший. Ну, в принципе, я начинал работать в ТЦР, цех централизованного ремонта, а потом перешел в реакторный цех оператором центрального зала. На момент аварии я работал старшим оператором центрального зала. Значит, когда заступили на смену, это было в 12:00. Ну, перегрузки позвонили с центрального счета, сказали, что перегрузок не будет. Перегрузки – это замена топлива машины РЗМ. Перегрузок не будет в связи с вот этой ситуацией испытания. Вообще эксперимент должен был начаться в ночь на 25 число. А почему перенесли? С 24 на 25. Вот. Случилось следующее. На южноукраинской станции отвалился блок. И диспетчер не разрешил начинать разгружать блоки и проводить эксперимент. Поэтому, слава богу, 25-го как бы мы отработали, ну не мы отработали, мы в ночь отработали, ушли на работу. То есть, если бы это начали проводить, это днем начиналось, а на площадке было около 3000 народу, вообще вокруг, скажем так, площадки строительной и так далее. Я так думаю, что это, наверное, что-то где-то все-таки нам всем повезло. Ну, сильно такого взрыва не слышал. Я думал, это, как обычно, хлопок был. Но когда приостанавливают на ремонт, там обычно так вот клапана срабатывают. Я не думал, что это действительно взрыв был. Какой-то такой, знаете, один толчок, ну, второй, который практически, если станция вот так вот, знаете, так, все. В центральном зале есть по стенам сигнализация, световая и звуковая. Все заработало, все заревело в зале. Я выскочил в зал, посмотрел, все стены красные, лампочки горят. Позвонил на блочный щит, никто ничего не ответил. Прибежал дозиметрист, померил. В зале, в принципе, ничего жесткого нету, только бета. Ну, быстро вышли, посмотрели, ничего не поменялось. То есть, как мощность несли, там, 500 мегаватт, там, чуть больше. Так и есть. Прошли, там, посмотрели генератор, уплотнение генератора, все в порядке и так далее. Вот. Но там в конце марш-зала, там где-то в районе, ну, потом там узнали, что между 6-й и 7-й машиной ТГ, то есть это между, вернее, вторым блоком, появилось парение какое-то. Вот. И это было такое, ну, парень, думаю, ну, что-то случилось, скажем так. Начинаем звонить на блочный щит номер СИУТа, с которым работали. Он говорит, у нас нет никакой информации. Но это 2-3-4 минуты проходило на тот период. Ну, через некоторое время, когда все определились, уже объявление, что авария на 4-м блоке ЧАЭС. Ну, началась эта ситуация таким образом. Ну, конечно, когда увидел уже развалы эти, вот приехал уже 26 числа, конечно, ужаснулся вот, от увиденного. Тем более заезжали как раз со стороны развала вот этого, это все видно было наяву. Ну и получили команду пойти на аварийные работы, спасательные на 4-й блок. С 1-го блока пошел я, со 2-го блока, вернее, с 3-й машины пошел Коля Соловьев. То есть с турбинного цеха мы вдвоем как бы двинулись там через центральные щиты, вышли и на площадку, как у нас сейчас модно говорить, «Золотой коридор». У меня забрали одного человека, чтобы в район 4-го блока сходить. Кому-то, может, помочь надо. 26 апреля
начальник цеха Курочкин Евгений Андреевич позвонил. Галина Ивановна, вам необходимо к 10 часам явиться на рабочее место. Посадка будет специальная по списку. Характерный момент. То есть, когда мы двигались по коридору, ребята несли шашлыка. Вот Петя Павловарчук, который в Москве как бы живет, и которому доктор Гейл делает пересадку костного мозга, вот, они несли шашлыка, но уже тогда, так сказал, не было такой еще как бы тревоги, все остальное. Вот. Был какой-то движняк, кто-то выходил, кто-то заходил. Ну, дошли мы до 4-го блока. Да, мы знали, что наши ребята, сменники, получили большую дозу облучения. Мы знали ребят, которые на крышах собирали буквально все, что крыша там растаяла. Тогда были очень неподготовлены к этому моменту. Вообще, наверное, и станция была не готова. Потому что пришел СИМ, старший инженер-механик реакторного цеха, и когда забирал вот этого человека, Коля Малышев работал со мной, оператором центрального зала, принес пузыречек йода, чтобы насытить щитовидку. Я говорю, а нам? Нету больше, только ему. Вы пока сидите, вам потом принесут. Вернулись на блочный щит. Уже народ такой, часть, уже вовсю работает, подъезжает скорая помощь. И часть народа начинает как бы эвакуировать. Мы находимся на блочном щите. Ну, я считаю, что меня тогда спас Слава Бражник. Он машинист турбины 8-й. Нужно было пойти в машзал и отключить масляные насосы на питательных насосах, потому что это все как бы не работало. Вот. А цена того 70 рентген в минуту. То есть, ну, на это надо было потратить как минимум 10 минут. Хотя он же, когда был, во-первых, он был весь вот в этой графитовой пыли, скажем так. И особенно мне, что на одной щеке у него была такая как бы черная, такое, как, вот, знаешь, типа сажа или что-то. Тогда мы не понимали, что это графит на самом деле. Вышли, когда перед АБК толпа народа, автобусы, такой зеленоватый туманчик. Что это было? Ну, потом все уже знали, что это такое. Надо было людей убирать, а... Непонятно, что вокруг, каким воздухом дышишь. Что летает, потому что с реактора идет напрямую, там все, что горит, это где-то что-то такое. Пожарники поливают, но эта вода превращается во что? При температуре 600 градусов превращается в пар. И вообще, я так думаю, что оно на H2 в результате, скажем так, испарения начинает. И это тоже ухудшает какие-то элементы горения. В общем. Буквально были поглощены тем, что надо что-то делать, и что это опасно. Бегали, останавливали реакторы 3. 1, 2, 3. Я на 1-м работал. 1, 2, 3. Ну и мы помогали, потому что народа не хватало. Куда вызывали, то и делали. Ну, домой, конечно, я приехала. Было в очень тяжелом состоянии. Вызвали скорую. Ну, сразу же надо было ехать. Скорая дала распоряжение, вызов в Москву. Я позвонил жене, сказал, я еще на работе, а моя теща работала в медсанчасти. Но она звонит жене и говорит, тут такое творится, тут столько людей везут, там то, другое, третье, четвертое. Вот, она говорит, так, Сергей, ты тоже на работе? Вот, ну я позвонил, сказал, слушай, мы идем в медсанчасть, идем в медпункт через дачу крови. После этого там буду ехать домой. Детей не выпускай, там то другой. И говорю, собери, потом уже когда пришел домой, сказал, собери вещи на 3 дня. Мы зашли в медсанчасть, в медпункт, который там на БК-1. Взяли анализ крови. Вот. Ну, там был Топтунов, там был Акимов, которые нас уже не узнавали.
То есть неадекватно было все. Вот. В это время Ситникова и Чугунова с пробиркой крови индивидуально девушка под руку вела к скорой помощи. Вот. Ну и мы вышли, так стоим как бы на площадке, идет Парашин Сергей Константинович. На тот момент он был секретарь ЦК КПСС на Чернобыльской АЭС. Была такая должность. Вот. Он говорит, ну что, ну, говорит, пока жив. Он говорит, ну, делает задница. Что делаем? Он говорит, готовьтесь. Это было 26 числа в 11 часов, пол-11. Готовьтесь к эвакуации. Завтра будет эвакуация. Он нам сказал. До конца смены отработали, все, что нужно было от нас, сделали. Ну, а потом вызвал Рогожкин и сказал, сейчас едем по домам, наверное, мы уже на смену больше не выйдем, поэтому, если будет эвакуация, значит, 27-го эвакуируйтесь и свяжитесь со своим начальством, чтобы, ну, как бы дать знать, куда нас эвакуируют, куда вывезут, чтобы потом, потому что, ну, как сказать, штатные работники, специалисты, от них нельзя просто так было раз и избавиться, потому что они потом нужны были бы. Видимо, была какая-то тогда и уже мысль, что будем продолжать работать. Мне кажется, что то, что вы тогда делали, это просто вне человеческих возможностей, потому что, ну, помимо радиации, вот чисто профессионально. Помимо радиации, куча физических работ разрушена. Все это дело, персонал. Где-то мы 12% только персонала осталось. 12%. Остальные мы новый персонал приняли. Это тоже непросто, пока войдут в курсе дела. То мы сейчас там и министра ругаем, и, да, и всех правителей там. Я тоже удивляюсь. Ну, поставили министра энергетики, там он вообще к этому, похоже, энергетик не имеет. Поэтому там первое его интервью, это не дай бог, это так, слесарь 3-го разряда может комментировать эти вещи. И надо в этом деле в это дело хорошо окунуться, чтобы принять правильное решение. А то можно там накомандовать так, что не дай бог.